Алкоголь – мощный и легальный яд, который продается в любом супермаркете. Он не нуждается в рекламе и, к большому сожалению, давно стал первой причиной смерти россиян. Несмотря на то, что официально ею считаются болезни сердца, в половине случаев умершие от приступов были в нетрезвом состоянии. Сегодня мы поговорим о том, как систематическое употребление алкогольных напитков влияет на организм. Здравствуйте, мои хорошие! Официально считается, что за последние 10 лет потребление алкоголя в России сократилось почти вдвое. Но при составлении отчетов учитываются только легальные продажи в торговых сетях, а различные суррогаты, аптечные настойки и домашнее самогоноварение и виноделие не принимаются во внимание. Согласно статистике, каждый взрослый человек в России потребляет 10 литров алкоголя в год, а по данным Всемирной организации здравоохранения, уже 8 литров являются опасным порогом для здоровья. Более того, с точки зрения наркологии, употребление алкогольных напитков чаще, чем раз в 2 недели, в любом количестве, уже считается зависимостью. Действие алкоголя и его влияние на организм хорошо изучены. Думаю, ни для кого не секрет, что этиловый спирт, входящий в состав алкогольных напитков, является ядовитым веществом для организма человека. Если человеку кажется, что от одной рюмки водки или бокала пива ничего не будет, то он глубоко заблуждается. Даже небольшое количество спиртного оказывает влияние на здоровье пьющего. Этанолу присущи все признаки наркотических веществ. Он вызывает быстрое психическое привыкание, справиться с которым без квалифицированной медицинской помощи удается буквально единицам. Молекула этилового спирта хорошо растворяется в воде и жирах, поэтому легко проникает практически во все ткани. Под его удар попадают органы пищеварительной системы, центральная нервная, сердечно-сосудистая, мочеполовая, дыхательная системы, опорно-двигательный аппарат, органы зрения и так далее. Наибольший вред алкоголь наносит печени, сердцу и мозгу. Регулярное потребление крепких напитков существенно сокращает продолжительность жизни. Даже прием небольших доз может негативно сказываться на общем состоянии человека. На фоне интоксикации, похмелья, падает умственная и физическая работоспособность. Гематоэнцефалический барьер не защищает головной мозг от проникновения молекул этилового спирта, а задерживаются они в тканях центральной нервной системы очень надолго. Прием очередной дозы ведет к отмиранию определенного количества нервных клеток. Этанол разрушает зоны, отвечающие за высшую нервную деятельность. Отмечается ухудшение памяти, ослабление рефлексов, мыслительных способностей, а также стремительная деградация личности. Очень большое количество правонарушений и суицидальных попыток совершается именно в состоянии опьянения или на фоне синдрома отмены. Этанол разрушает клетки миокарда, что приводит к формированию микроскопических рубцовых изменений и снижению эластичности волокон сердечной мышцы. Этиловый спирт негативно воздействует на мембраны эритроцитов, вызывая слипание красных кровяных телец. Образуются сгустки из 200-500 клеток, которые могут закупоривать просвет мелких сосудов, что ведет к кислородному голоданию тканей вследствие недостаточного притока крови. Прямым следствием систематического употребления алкоголя являются ишемические и геморрагические инсульты, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и инфаркты миокарда. Печень принимает на себя основную нагрузку, связанную с обезвреживанием спирта. Она перерабатывает его до уксусного альдегида, затем до уксуса, а на заключительном этапе до воды и углекислого газа. При частых возлияниях клетки печени погибают, и нормальные структуры замещаются соединительной или жировой тканью. Так развивается цирроз, который неизлечим. Орган существенно увеличивается в размерах и постепенно перестает справляться с нагрузками. Частым осложнением являются разрывы печеночных сосудов, приводящие к массивным кровотечениям. Желудочно-кишечный тракт принимает на себя первый удар при выпивке, причем тяжесть негативных последствий находится в прямой зависимости от крепости продукта. Злоупотребление спиртным ведет к ослаблению и деформации сосудистых стенок
и варикозному расширению вен пищевода. Это грозит разрывом сосудов и массивным кровотечением, на фоне которого развивается геморрагический шок. Попадающий в желудок этанол стимулирует секрецию хлористо-водородной кислоты, что провоцирует гастриты и язвенную болезнь. На фоне низкой кислотности ухудшается переваривание пищи. В кишечнике развиваются гнилостные процессы, ведущие к тяжелой интоксикации. Эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта в ряде случаев становятся причиной развития злокачественных опухолей. При злоупотреблении спиртным страдает и поджелудочная железа, а снижение ее секреторной активности грозит развитием диабета. При частой интоксикации снижается выделительная функция почек, что угрожает накоплением в организме продуктов обмена. У каждого третьего любителя систематического приема горячительных напитков нарушена половая функция. Для мужчин характерна атрофия половых желез и импотенция. У пьющих женщин нарушается функция яичников и развивается дисменорея. Молекулы спирта воздействуют на половые клетки, приводя к изменениям в геноме, следствием чего становится рождение малышей с различными отклонениями в развитии и уродствами. В медицине алкоголь относят к мутагенным веществам, вызывающим клеточные мутации, причем его мутагенность оценивается крайне экстремальной. Результаты эпидемиологических исследований показали прямую зависимость между употреблением алкоголя и развитием онкологических заболеваний, особенно это касается опухолей верхних отделов желудочно-кишечного тракта, включая рак рта, горла и гортани. Алкогольные напитки высококалорийны. В совокупности с калорийной закуской и нарушенным метаболизмом они приводят к ожирению и появлению целлюлита. Обезвоживание организма на фоне употребления алкогольных напитков приводит к старению и сморщиванию кожи. Этанол вымывает витамины, минералы и питательные вещества, нарушает кровоток. Лицо покрывается угревой сыпью и капиллярной сеткой. Тело покрывается папулами и чешуйками неинфекционной природы. Развивается псориаз. Алкоголь выводится из организма не только через органы пищеварения и выделительную систему. В этом процессе активное участие принимают легкие. Органы дыхательной системы не приспособлены к такой нагрузке, поэтому легочная ткань постепенно твердеет и расширяется. Возникает фиброз соединительной ткани. На легких начинает скапливаться слизь и мокрота. Это становится причиной пневмонии и других заболеваний нижних органов дыхательной системы. Неумеренное употребление алкоголя приводит к обезвоживанию слизистых оболочек, в результате чего нарушается ряд защитных механизмов организма, и человек чаще подвергается вирусным и инфекционным заболеваниям. С чем же связана популярность алкоголя, если он наносит такой колоссальный вред организму? По большей степени способностью расслаблять и отводить насущные проблемы на второй план. Также многие употребляют спиртные напитки от нечего делать, проще говоря, от скуки, или за компанию. Однако алкоголь нельзя назвать антистрессовым веществом. На момент опьянения он снимает многие проявления невротических состояний, позволяя забыть о проблемах, но в то же время спиртное несет большую опасность. Наверняка вы видели зависимых от алкоголя людей. Согласитесь, довольно неприятное зрелище. Пришли они к такому состоянию не за один день. У каждого своя дистанция. У кого-то 1 год, у кого-то 10, у кого 20. Сначала человек выпивает определенную дозу, которая позволяет расслабиться. Потом понижается чувствительность к алкоголю, как и при употреблении любого вещества, которое вызывает зависимость. И нужно все большее количество для достижения того же самого эффекта. А потом человек теряет контроль за количеством выпитого, и это уже явный признак алкоголизма. Что касается вопроса о безопасном или менее опасном алкоголе, такого в принципе не существует. Возьмем, к примеру, пиво, казалось бы, слабоалкогольный напиток. Однако помимо этанола, о вреде которого было уже сказано сегодня, пиво содержит множество веществ, повышающих уровень женских гормонов, как у мужчин, так и у женщин. Избыточное их поступление в организм влечет за собой гормональные нарушения, а измененный гормональный фон ведет к усугублению невротических расстройств. Человек попадает в порочный круг, когда уже и без пива никак, и тревога сильнее наутро без пива, и невроз проявляется тревогой,
И в этой тревоге не знаешь, куда деться. Просто снова пьешь пиво каждый день, по чуть-чуть. Можно лет 10 пропить по 5 литров пива каждый день, постепенно опускаясь в глазах окружающих. Когда эти 10 лет пройдут, проблема станет серьезной. Она будет как минимум трехкомпонентная. Уже нужен будет и психиатр, и нарколог, и эндокринолог для ее решения. Помимо этилового спирта, пагубное воздействие на организм оказывают и другие вещества, содержащиеся в алкоголе. Не существует спиртных напитков, в которых нет абсолютно никаких примесей. Определенную опасность могут представлять даже вкусовые и ароматические добавки, так как они редко изготавливаются на натуральной основе. В основном это отнюдь не безопасная химия. Но гораздо больше вред могут нанести ядовитые компоненты плохо очищенного продукта. Сивушные масла, фенол, муравьиный альдегид, ацетальдегид, кетоны, тяжелые изоалкиловые спирты. Отдельно тут стоит упомянуть метанол, нередко присутствующий в суррогатах. В малых дозах он приводит к необратимым изменениям в зрительном нерве и, как следствие, к слепоте. Значительный объем метанола становится причиной полиорганной недостаточности и летального исхода. Даже при своевременной госпитализации спасти жизнь и здоровье человека, в организм которого попал метанол, удается далеко не всегда. Наиболее опасным по концентрации примесей является домашний самогон. Помимо всего спектра пагубных воздействий алкоголя на организм, в любом виде самогона обнаруживается высокое содержание сивушного масла, наиболее ядовитого вещества, являющегося побочным продуктом спиртового брожения. Особенно ядовит изоамиловый спирт, который составляет 60% сивушного масла. Составные части сивушного масла оказывают разностороннее токсическое действие на весь организм, отравляя каждую клетку и вызывая стойкие необратимые изменения. Сивушные масла вызывают повреждение стенок сосудов, что приводит к нарушению их проницаемости, тонуса, повышается ломкость. В результате появляется чувство головокружения, боли в области сердца при физической нагрузке, поднимается артериальное давление, а в дальнейшем зачастую развивается инфаркт или инсульт. Сивушное масло оказывает токсическое действие на клетки центральной нервной системы, вызывая их повреждения. При этом вначале страдает эмоциональная сфера. Человек становится грубым, раздражительным, конфликтным. Нарушается память, интеллект, возникает слабоумие. По статистическим данным, у лиц, систематически употребляющих самогон, высока вероятность развития алкогольных психозов. Особенно пагубное воздействие самогон оказывает на половую функцию. При систематическом приеме самогона у мужчин отмечается стойкое нарушение эрекции и раннее семяизвержение. Опьянение, вызванное самогоном, отличается от опьянения, вызванного другими спиртными напитками. Опьянение наступает быстрее и длится дольше. Прежде всего утрачивается способность контролировать свои действия, резко нарушается координация движений. Возникают грубые изменения психики, которые у одних проявляются выраженным двигательным возбуждением, у других быстро возникающим помутнением сознания, переходящим в тяжелый сон с сильной головной болью после пробуждения. Не верьте мифам о чистом и безопасном самогоне. Полностью избавиться от присутствия сивушных масел – довольно сложная задача, осуществимая только в заводских условиях путем многократного промышленного фильтрования. О вреде алкоголя можно говорить бесконечно долго, так как перечисленные синдромы и заболевания далеко не все, с чем может столкнуться любитель горячительных напитков. Алкоголь шаг за шагом разрушает все сферы жизни зависимого. Он заменяет работу, семью, хобби. Человек превращается в аморфное нечто, живущее от похмелья до следующей стопки. Если вы чувствуете, что у вас нездоровое отношение к алкоголю, возможно, пришло время обратиться за помощью. Только квалифицированный врач может распознать начальную стадию заболевания до того, как последствия станут необратимыми, и оказать не только грамотную медицинскую, но и психологическую помощь. А на этом на сегодня все. Ведите здоровый образ жизни, не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!